Представители знака зодиака Весы. Весы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, таро расклад, трамвай желания. Исполнится ли ваше желание, мои дорогие Весы? Вот давайте зададим такой вопрос. И это новый формат видео, и поэтому я буду дважды благодарна вашим комментариям. И почему трамвай именно желание назвала? Вся наша жизнь – своеобразное путешествие. Где-то временами мы вынуждены делать паузу, останавливаться, а в иное время словно ускоряться, прибавлять скорости, скользя как раз по жизненному пути, словно по рельсам судьбы. И давайте вместе поразмышляем. Предположим альтернативные варианты развития событий. Просчитаем какую-то ситуацию, вы сами для себя. Насколько я могу осуществить тот или иной вопрос. Ведь у каждого из нас есть какая-то задумка. И наш второй расклад будет состоять из двух направлений. Ваше как будто желание и возможности. Первую карту, которую мы достанем, мы ее назовем энергия. Энергии для вас в целом, как в пространстве, к исполнению того, чего вы хотите осуществить. Итак, каковы подсказки карт? Исполнится ли ваше желание, мои дорогие Весы, в январе? Именно в течение января. Энергия и 3. Может быть желание. Или вы хотите в какой-то сфере вашей жизни навести больше порядка. Или как-то, что-то организовать. Тут у каждого по-своему. Вот по сферам жизни в целом, как видят карты, тут могут нам и об этом сказать. И каковы возможности по первому желанию, по второму? Какие возможности для вас вообще, мои дорогие Весы? Тоже посмотрим. Энергетика. Тройка Пентаклей – это карта прогресса. И что бы в вашей жизни сейчас не происходило, мои дорогие, учиться, как будто еще раз учиться. Или работать и работать, вот правда. В хорошем даже смысле. По этой карте мы можем какие-то новые навыки приобретать. Вы можете начать языки учить. Это может быть даже язык программирования. Кто-то надумал уйти в сферу IT. И правда, это та сфера, где не нужно сидеть долго за партой университета, института. А когда вы можете путем, через навыки приобретения вот этих скиллов, получить уже специальность и, в принципе, претендовать на какое-то место на рынке труда. Здесь то, что мы учим, как будто изучаем, неважно что, в последующем приложим в нашу деятельность, и нам это принесет дополнительный доход. Или вы, опять же, будете востребованы больше и больше интереса к вашей персоне, как к специалисту, который, или эксперту, который разнопланово имеет знания. Вот здесь есть такой момент. У кого-то это может быть ситуация житейская какая-то, мои дорогие Весы, вы словно проходите, правда, сдаете экзамен, жизненный экзамен. Что-то в вашей жизни заканчивается, и вы словно переступаете через этот порог и что-то начинаете с новым вдохновением. У кого-то этот экзамен может буквально проиграться в январе, когда вы получаете какой-то сертификат и тоже открывает перед вами перспективы и какие-то возможности. Давайте мы узнаем. Желание. Желание есть, видимо, по личной жизни. Рыцарь кубков. Может быть вдохновение, может быть у кого-то из вас, если вы человек семейный или вы в паре, значит есть какие-то добрые новости, что-то вас порадует в январе. Будут счастливые события. В целом хорошее настроение, что-то приятное. Может быть вы хотите как раз что-либо осуществить, изменить в вашей личной жизни. И в принципе очень положительная карта. А может быть для кого-то из вас это как новая встреча, почему нет? Бывает и такое, но по этой карте мы еще как будто далеко не заглядываем. Живем где-то одним моментом или видим, что у нас, как сейчас развиваются отношения, учимся радоваться тому, что приходит на порог конкретного дня. Но я вижу это больше какой-то прогресс по личной жизни, либо просто счастливые какие-то события, может быть, стечение обстоятельств. Итак, давайте будем смотреть, каковы же возможности, может быть, вы что-то тут хотите улучшить. А тут, правда, могут ваши отношения выйти на другой уровень. Король кубков может как раз говорить о том, что раньше вы встречались, а здесь вы можете надумать жить вместе, попробовать как будто совместное проживание. Или, кто знает, может быть, предложение руки и сердца. Но не для всех понятно, но для кого-то это тоже может проиграться.
В принципе, кого-то будет радовать вопрос денежный, мои дорогие. Тут все-таки у нас пентакли. И кто знает, нам, конечно, рыцарь кубков больше про чувства, про вдохновение. Но, может быть, вы человек творческий. И вы из этого вдохновения делаете деньги. Почему нет? Если это на самом деле имеет место быть, то вас как будто и вдохновит ваше любимое занятие и принесет еще одновременно финансовый доход. Вот такое тоже иногда может проигрываться по королю кубков, потому что он умеет взаимодействовать как раз на оси финансы и отношения. И вот, видимо, для вас будет полный баланс, как и по отношениям, так и где-то по финансам, если вы сами того захотите. Вообще быть где-то дипломатом вам придется, но дипломатия это как раз ваш конек, мои дорогие. Ладно, давайте мы посмотрим, что же еще желание. Вот кто хотел переехать? Кто учит языки, мои дорогие весы? Или вот какая-то сумасшедшая идея, я хочу сменить место жительства, может быть, не в конкретной даже местности, а где-то далеко. А у кого-то это, правда, проиграется по работе, когда вы не саму работу, а вид деятельности, новые способы заработка. Когда вы можете быть популярны, карта «Мир». Сама по себе карта «Мир в душе», гармония в душе. У вас что-то очень удачно получается в январе, и это прекрасно. А это старший аркан. По старшему аркану это помощь высших сил всегда. Это словно дважды, наверное, для вас будут ангелы-хранители стараться, чтобы какую-то ситуацию вы смогли или прояснить, или какое-то дело осуществить, или продвинулся ваш переезд, если как таковой присутствует в ваших планах, или вы хотели сменить сферу деятельности, да все что угодно по старшему аркану «Мир». Нет ничего невозможного. Это вы хотите, как будто, давайте мы посмотрим возможности, но поскольку старший аркан, как будто удивительное время, вы можете чувствовать, что у меня сейчас что-то меняется в жизни. Каковы возможности? А вот эти возможности перевести как раз на какие-то рельсы стабильности буквально и быть уверенным как в сегодняшнем дне, так и в завтрашнем. У кого-то может проиграться встреча с таким человеком, как король Пентаклей, планетарно, да, или по гороскопу. Это стихия Земли, Телец, Дева, Козерог, или имеет, может быть, там асцендент, может, вы сами имеете асцендент, и тогда для вас вообще нет ничего невозможного. И правда, тут, как знаете, какую-то теорию перевести в практику. Ведь по королю Пентаклей всегда проходят те люди, которые создали себя сами, буквально создали свой бизнес. Или по королю Пентаклей еще идет тот человек, который очень надежно стоит на земле, что имеется в виду, когда прочное финансовое положение, когда он все контролирует. Его сложно вообще выбить из колеи, его сложно, ну, как будто застать врасплох. Он настолько все контролирует. И с другой стороны, он понимает, что обстоятельства нашей жизни всегда таковы, что что-либо меняется вокруг. То люди мнение меняют, то какие-то происходят события внезапные, и он всегда готов подстроить свою цель, намерение под те возможности, которые есть на данный момент. Поэтому и уверенность вот эта, вот подобная игра где-то, да, как по новым правилам, с какими-то возможностями, вас словно может перестроить из ваших энергий в какую-то практичность, вам ее захочется. А для кого-то из вас будет, правда, согласование удачное по документам, согласование в каких-то высоких инстанциях, может быть, походы по чиновникам, еще по каким-то организациям. И здесь в любой сфере жизни, потому что старший аркан и одновременно два короля. Уже как бы два короля говорят о том, что вам придется где-то общаться с людьми, ну, не совсем привычного вашему теперешнему кругу общения. Может быть, это пересмотр самого по себе вашего окружения, с ваших позиций. Вам этого захочется. И как будто будут тоже к этому предпосылки и опять же возможности. Шикарно. Третье желание. Быть любимым, быть счастливым, да. У нас то с кубков выпадает, и рыбы у нас золотые, кстати, плещутся. А рыба это один из символов как раз благосостояния, благополучия, денег конкретно. Поэтому как будто и приятные эмоции, их хочется, и денег тоже. И так, чтобы это было все, правда, под контролем. И у нас прообраз лучезарной дельты глаз.
тоже один из символов, когда вы словно где-то через интуицию или можете предвидеть, просчитать что-либо на пару шагов вперед. И неважно, какие фазы Луны, здесь вам как будто ничего не мешает. Мои дорогие весы, у вас будет какое-то, ну, даже не одно, я бы сказала два. Посмотрите, карта мир. Но, может быть, это одно, если даже мы говорим, да, важное событие или исполнение желания, или в чем-то больше определенности. Но то, что для вас откроет совершенно иное качество жизни. Какие-то все-таки одновременно возможности для вас определенно будут. Словно энергетика в сторону вашего знака зодиака отчасти меняется. Давайте вот, это желание, давайте посмотрим возможности. Вот смотрите, может быть, да, четверка, это четверка мечей, это что-то становится на паузу. У кого-то из вас это может проиграться, как приведи мысли в порядок. Может быть, отчасти все-таки должна это сказать. Какое-то развитие ваших личных, может быть, отношений вы себе просчитывали, что, ну, пройдет какие-то временные рамки одним путем. А это карта паузы, и говорят, нет, придется что-то подождать. Нам не говорят, что вы этого не осуществите. Вдохновения как будто много, но, понимаете, не заканчивается решение какого-то вопроса в январе. Видимо, будут продолжения на февраль. И ваша задача, может быть, для кого-то эту паузу использовать очень правильно. Уделить внимание отдыху, уделить внимание самому себе, отчасти укреплению здоровья. Тут может именно банально какая-то, ну, как простуда, вам помешать осуществить какой-то ваш план или какое-то ваше действие. Так или иначе, как будто собой вам нужно заниматься. Может быть, и есть предпосылки, как ваши планы, ваши проекты. И вроде как возможности у вас тоже есть. Но еще и нужно словно самому себе уделить внимание. Давайте мы достанем карту совет. Мне очень интересно. Поясним немножко вот эту четверку мечей, которая мне не вполне понятна. Чего это может касаться? И вот здесь, наверное, по-разному. У кого-то, смотрите, мои дорогие весы, вообще это ваша карта, да? Ваша карта, пусть меня девочки даже смотрят, но королева мечей или король мечей – это стихия воздуха, это как раз близнецы, весы, водолей. Это может быть конкретный человек, кстати, может быть и ваш человек, и какая-то ваша личная история, почему нет? И что-то развивается, что-то может быть где-то и, ну, с ожиданиями какими-то такое тоже может быть. Или согласование с высокими чиновниками. Иногда все же король мечей, это у нас проходят врачи, значит, специалисты какой-то узкой направленности, и иногда это может говорить. Вы, к примеру, если хотите или делаете ремонт дома, вам нужно улучшить, или там что-то с электрикой связано, или водоснабжение. Вот эти узкие специалисты, когда, ну, они точно знают, как это, ноу-хау, да, как это делается, как это согласовывается. И иногда юристы, адвокаты, может быть, есть какой-то вопрос, который тоже вам нужно решить. Я не могу сказать тогда, что он решится с точкой в январе, но как будто предпосылки к тому, что в вашу пользу все равно что-то развивается, они определенно есть. Но и самому-то тут не зевать надо, потому что когда выпадает король мечей, пусть я сказала, это ваша карта, но ведь это карта рациональности, логики и никаких эмоций. Значит, для того, чтобы с другой стороны вы вот этот туз кубков получили, мои дорогие весы, вам надо быть очень рациональным. Может быть, более где-то взвешено расчетливым, холодным. Значит, чтобы быть счастливым, не замечтаться определенно стоит. Давайте мы достанем еще в целом карту совет, что нам еще скажут карты. Есть, видимо, и то, что быстро вы, правда, не решите. Карта Луна, 1000 неопределенностей. И здесь очень хорошо будут развиваться те вопросы, которые связаны с личной жизнью, правда. Здесь и взаимопонимание, и помощь, взаимопомощь друг другу, и нежность, и ласка, и сочувствие где-то, да, в зависимости от того, что требуется. Нас как будто партнер чувствует. Вот у кого уже сложились отношения, или они как таковые есть, вот это с плюсом проигрывается. Но сказать, что по карте Луна сам по себе период, когда можно составить тезис-план или что-то так вот просчитать в деталях, нет.
Мы зависим от обстоятельств, вы зависите, правда. И вы, вот как по карте мир, еще можете на период января не видеть тех возможностей, которые, к примеру, откроются в феврале. Тут что-то наперед не просчитаешь, потому что вы все равно зависите от каких-то обстоятельств, мои дорогие весы. Правда, тут какие-то изменения проходят в вашей жизни, и задача лишь в том, чтобы умело взаимодействовать с тем новостями, информацией, людьми, может быть, которые входят в вашу жизнь. Для чего-то, значит, человек этот появился. Если пришла какая-то новость, значит, тоже как-то мне с ней надо провзаимодействовать, оценить ее, может быть. И такой вариант тоже может проигрываться. И по карте Луна нам говорят, выглянет солнце, и все встанет обязательно на свои места. Что-то вы проясните, а что-то и останется на февраль. Что в целом? Приготовьтесь все равно вот в целом на какой-то своеобразный марафонский забег. Или больше доверяйте людям надежным. Не те, которые меняют свое мнение утром одно, а вечером у него другое. Или тем людям, которые вам могут действительно в реальности прийти на помощь. Те люди, вот как по королю Пентаклей на самом деле, те, которые надежны, на которых вы можете опереться. Те, которые, ну, сами по себе не флюгер, когда действуют только в своих интересах, это тоже будет актуально. Какое-то дело, ваше творчество, ремесло может как раз получить развитие лет на 10, на 20. Поэтому все, что касается заработков, финансов, популярности, ваших каких-то перспектив, здесь все-таки зеленый свет. Но есть и то, что как будто очень важно для вас, все-таки вот по этому тузу кубков, да, дважды важно, может быть, с учетом карты мир, но не в пределах временных рамок января это получится осуществить. Как будто вам еще что-то нужно либо узнать, либо согласовать, либо себе уделить внимание, с чем-то, каким-то вопросом разобраться окончательно. И после этого, видимо, с большей уверенностью что-то вы продолжите. Сами возможности как будто к вам придут. Вообще приятный месяц, тем не менее, для исполнение ваших желаний. Понятно, что мы рассматриваем те желания, которые зависят от наших приложенных усилий. И уже даже в январе вы можете себе сказать спасибо, что вы вовремя с чем-то определились, или что-то вы как будто подметили, или решились, мои дорогие весы, на что-то. Но, повторюсь, для людей, которые занимаются творчеством, с учетом, кстати, даже карта Луна для вас может быть как не просто даже рост популярности, а вообще, ну, какие-то даже новые возможности. И это как какой-то прогресс, как будто ваше продвижение по тройке пентаклей в том числе. Перекладывайте на себя, мои дорогие весы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.